Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой добротный, уютный кардиган плотным узором с вытянутыми петлями. Модель хороша в качестве повседневной одежды, такого теплого, уютного, удобного кардигана, да. Ну, все, конечно, зависит от выбранного цвета. Уверена, что вот белый цвет, например, придает модели торжественность какую-то, лоск, на такой, знаете, нарядный вариант, да, а на повседневность вот, в принципе, бежевый вариант. Хотя, если его скомбинировать со светлой одеждой, он тоже приобретает нарядный вид. То есть мне очень понравилась эта модель прежде всего тем, что вяжется она совсем простым узором. Вот я вам белый вариант показываю, вот по спиночке, как он смотрится. Ну, узор здесь плохо видно в белом варианте. Сейчас я вам покажу в бежевом варианте. Вот у нас есть накладные карманы. В моем описании я их сегодня описывать не стану. Давайте приблизим эту модель. Здесь очень хорошо виден узор. Итак, у нас с вами будет в шахматном порядке использоваться вытянутые петли. Я подобрала данный узор. Он совершенно элементарно вяжется. Раппорт этого узора составляет всего 4 петли. В общем-то, это очень хороший вариант вязания. Легкий и доступный. Так, дальше давайте посмотрим с вами. Вот еще такой вариант у нас идет. То есть карманчики, эти накладные, девочки, это на любителя. Отличительная особенность, опять-таки, у нас с вами идет цельновязная планка по полочкам, да, V-образный вырез идет по полочкам, спущенный рукавчик, плотная вязка и узор немного рельефный, да. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Очень хорошо, красиво связана у нас вот эта часть. Мне очень нравится, как вот это все как-то гармонично смотрится. Ну и даже карманчики, в принципе, очень тоже хорошо, скажем так, сочетаются вполне с данной моделью кардигана. Я знаю, что карманчики очень удобны, в них можно что-то положить, какой-нибудь платочек даже, да, ключи какие-то, то есть очень удобно. Вот так по спинке смотрится, смотрите, если с длинной такой рубашкой использовать, то это тоже смотрится нарядно. Я уже об этом сегодня, девочки, повторяла и говорила, да. Вот так он смотрится у нас в удлиненном варианте. Так, это вообще-то удлиненный такой вариант. Кстати, да, вы видите, что он все-таки как полноценный кардиган смотрится. Поэтому его, наверное, правильно называть кардиган, а не жакет. Так, в сегодняшнем видео проекте я буду рассматривать описание, составлять для российских размеров 44, 46, 48, 50 и 52, 54. Вот. Если вас модель заинтересовала, остаемся на канале, и дальнейшие будут мои объяснения уже более детально касаться выбора пряжи, спиц. Мы с вами выкройку, схему посмотрим, свяжем образец узора, сделаем расчет плотности, и я буду вам попетельно объяснять, как вязать. Все. И итогом нашей работы будет текстовое описание, составлена текстовая инструкция, которую я всегда выкладываю под видео. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Итак, мои дорогие, я выбрала пряжу для вязания этого прекрасного жакета. Называется пряжа Yarn Art Super Merino. Турецкого производства, 100 грамм, 280 метров. В составе у нас 25% шерсть, 75% акрил. Цвет 1256,
Шикарная пряжа турецкого производства. Вот так она выглядит. Очень мягкая, абсолютно не колется, прекрасно скрученная. Видите, да? Спицы мы используем 3,5. Наш узор выглядит вот таким образом. Это узор с вытянутыми петельками. Вы видите, здесь у нас такие красивые бабочки рельефные получаются, да? Очень легко вяжется, абсолютно легко вяжется. В шахматном порядке эти бабочки мы с вами располагаем. Вот, и, в общем-то, замечательный, шикарный получается узор. Очень красивый узор. Он может использоваться и вот, знаете, сейчас покажу вам вот с изнаночной стороны. У него тоже вот такие ячейки красивые получаются, в принципе. Их, может быть, кто-то оценит и захочет где-нибудь применить. То есть он у нас как бы на две стороны. Так, в общем, вот такой красивый узор. Считаю, что очень красиво и легко вяжется. Раппорт составляет всего 4 петли. Представляете, ширина раппорта всего 4 петли. Ну, что может быть проще, согласитесь. И, в общем, вот такие красивые рельефные бабочки у нас с вами получаются. Вяжется совершенно не напряжно, совершенно. Не надо никакие схемы рассматривать. То есть вяжется быстро-прибыстро и легко. Так, как альтернативу хотела бы вам показать пряжу, которую можно заменить. Смотрите, из фабрики Alize Superlana Classic подойдет. У нее такой же состав и такая же толщина. 25% у нас шерсть. 100 грамм тоже 280 метров. Очень похожая пряжа. Я бы сказала, тоже очень мягкая. По толщине они совершенно одинаковые. То есть пряжа, в принципе, идентичная. И обе дешевые, недорогие пряжи, бюджетные вполне. Так, второй вариант пряжи нашей российской подойдет белорусская серия Classic фабрики Comtec. Она тоже очень мягкая, пушистая, также по толщине подойдет. И это полушерстяная пряжа, в ее составе шерсть 50%, акрил 50%. Вот такая же замечательная, немного пушистая пряжа, абсолютно мягкая, все только положить на ней отзываются. Она прекрасно себя после стирки в носке ведет. Прекрасные. И, кстати, вот эта фирма Alize и вот это тоже все очень хорошего качества пряжи. И из дорогой серии предлагаю вам пряжу тоже турецкого производства. Этрофил по лицензии Италии. Пряжа Bambino Luxe Wool. Она дороже, стоит почти в 2 раза, но у нее шикарный состав. 60% шерсть мериноса, 40% акрил. В 50 грамм 160 метров. Но несмотря на это, ниточка имеет довольно-таки такую, как сказать, сейчас я вам покажу. Толщина у них, смотрите, показываю вам. Вот видите, то есть, которую мы вязали, и та, которая по итальянской технологии, они очень похожи. Очень похожи. Ну, конечно, потоньше немножко белая. Но если вы возьмете те же самые спицы, у вас будет такая же плотность. Практически не будет никакого отличия, я уверена. Так, мои хорошие, если вам все нравится, если вам нравится этот узор, я думаю, что вам надо связать, не задумываясь, этим узором этот прекрасный жакет. Можно для жилета использовать. В общем-то, интересный очень узор. Сейчас я вам покажу его схему. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Она составляет всего 4 петли. Это раппорт в ширину. И 12 рядов в высоту составляет этот раппорт. На фоне изнаночной глади мы вяжем с вами вытянутые петли. То есть вот эта длинная петля, я ее, собственно, и обозначаю как вытянутая петля. Вот. А это все пустая кветочка, это изнаночная петля. У нас здесь показана лицевая сторона узора.
Кстати, этот узор можно использовать как двухсторонний. Вы сами убедитесь, когда я покажу вам образец. В принципе, в общем-то, вот такая вот легкая и ненапряжная работа предстоит. Вязать одно удовольствие. Знаете, вяжется играючи. Вот мне лично так показалось. Прям, знаете, какая-то прям забава. Очень быстро вяжется, легко вяжется. Вот такая у нас будет с вами, девочки, использоваться выкройка. Я размеры ставлю в расчетной части. Здесь у нас просто конструктивно вы оцениваете. Все детали вяжутся раздельно. Да? Цельновязанная у нас будет планка. Рукав у нас будет тоже 2 детали вязаться и сюда вшиваться, втачиваться. Вот, у нас будет учитываться скос плеча. По спинке у нас вырез горловины я не делаю, то есть по прямой, видите, да, и V-образный вырез идет по полочкам. Вот такая вот особенность вязания. Ну и на всех деталях у нас присутствует нижняя планка, связанная резиночкой 2 на 2. Вот такое текстовое описание я выкладываю в результате нашей нашей работы, да, совместно, я бы так сказала. Я говорю, вы слушаете, это и есть работа. Надо тоже, как говорят, учиться, это тоже работа. Так, и, в общем-то, размеры российские, я их уже сегодня называла, еще раз назову: 44, 46, 48, 50, 52, 54. Ширина, длина изделия, все сегодня будет у нас разбираться в расчетной части. И, в общем-то, здесь идет попетельное описание, все полностью ваши действия по вязанию, вот, расположение узоров, сколько петель набрать, почему именно столько петель я набираю. Все подробно рассказываю и рассказываю, как считала в сегодняшней расчетной части. Поэтому ничего этого читать я не стану. Как формируется скос рукава, скос по V-образному вырезу. Все подробнейшим образом я сегодня рассказываю и описываю в расчетной части. После того, как мы свяжем с вами образец узора, определим плотность вязания, вертикальную и горизонтальную. И после этого, получив эти волшебные цифры, мы с вами делаем расчеты. Итак, если вас все понятно устраивает, приступаем к вязанию образца. Итак, девочки, для вязания образца я набрала 29 петель. Раппорт составляет всего 4 петли в ширину и получается у нас 12 рядов в высоту. И я показываю вам, как я вяжу. Первый ряд давайте. Значит, первую кромочную сняли, да, и начинаем. Первая идет изнаночная петля. Далее делаем накид, вот так, и петлю снимаем, не провязывая. Далее идут 3 изнаночные. 1, 2, 3. Опять делаем накид. Петлю снимаем, не провязывая. Снова 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид, петлю снимаем, не провязывая. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид, петлю снимаем, не провязывая. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид, петлю снимаем, не провязывая. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Опять накид, петлю снимаем, не провязывая. 1, 2, 3. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. А теперь я показываю вам, что раппорт у нас составляет 4 петли. Вот 4 первые петли. Изнаночная. Далее, где мы сняли с вами петлю, не провязывая с накидом. И 2 изнаночные. Вот эти первые 4 петли, это был раппорт. Мы вязали энное количество раппортов. Так, и добавляла я 3 петли для симметрии, крайне левые. Число петель раппорта кратно 4, плюс 3 петли для симметрии, плюс 2 кромочные. А так набирайте любое количество петель кратное 4. Вот так смотрится этот узор с изнаночной стороны. Видите? Его, в принципе, можно использовать как двусторонний, да, по желанию. Так, все, значит, четные ряды
являются у нас изнаночными и вяжутся следующим образом. Лицевые петли вяжутся там, где были изнаночные, и там, где у нас накид с петлей, мы также делаем накид, петлю снимаем вместе с предыдущим накидом, не провязывая. Опять 3 лицевые, накид, петлю снимаем с предыдущим накидом, не провязывая. 3 лицевые, накид, петлю снимаем с накидом предыдущего ряда, не провязывая. 1, 2, 3, накид, петлю снимаем с накидом, не провязывая. Вяжем так, девочки, до конца ряда. Заканчивается все одной лицевой и кромочной изнаночной. Переворачиваем. И у нас с вами идет третий ряд нашего узора. Значит, так вяжем. Кромочную сняли, опять идет изнаночная. И то же самое накид, петлю снимаем с предыдущими накидами, не провязывая. 3 изнаночные. Снова накид, петлю с предыдущими накидами снимаем, не провязывая. 3 изнаночные. И так вяжем до конца ряда. Заканчиваем мы третий ряд одной лицевой петлей, да? То есть у нас там 3 петли были для симметрии. Переворачиваем на 4 ряд и в 4 ряду так же, как во втором вяжем. То есть смотрите, лицевая первая идет, затем делаем накид. У нас уже здесь петля со множеством накидов, да, и вот мы еще один присоединяем, и мы ее также снимаем, не провязывая вместе с этими накидами. Опять 3 лицевые, делаем снова накид, петлю с накидами снимаем, не провязывая, снова 3 лицевые, накид, петлю с накидами снимаем, не провязывая, 3 лицевые, накид, петлю снимаем, не провязывая вместе с накидами, 3 лицевые, накид, петлю снимаем с накидами, не провязывая, 3 лицевые, накид, петлю снимаем, 3 лицевые, накид, петлю с накидами сняли, лицевая, кромочная, изнаночная. Переворачиваем наше вязание, и у нас сейчас будет очень интересный 5 ряд. 5 ряд это лицевой ряд, кромочную сняли, первая петля идет изнаночная и вяжем. Вот эту вот петлю вместе с накидами провязываем одной лицевой, видите? Далее опять 3 изнаночные. Петлю с накидами провязываем одной лицевой. 3 изнаночные. Петлю с накидами провязываем одной лицевой. 3 изнаночные. Петля с накидом провязываем одной лицевой, 3 изнаночные, петля с накидом провязывается одной лицевой, 3 изнаночные, петля с накидами провязывается одной лицевой, 3 изнаночные. Ну и последний раз делаем петля с накидами одной лицевой, изнаночная, кромочная, изнаночная. Связали, да? Связали 5 ряд, переворачиваем 6 изнаночный ряд у нас с вами, и здесь все петли мы вяжем лицевыми, все до одного, в том числе и ту, которая была с накидами. То есть лицевая, лицевая, все петельки у нас идут в 6 ряду лицевые. А в 7 ряду, девочки, у нас все повторяется только в шахматном порядке. Следующим образом, смотрите. 7 ряд вяжем, кромочную сняли, 3 изнаночные идут. И сейчас вяжем накид, петлю снимаем, не провязывая. Вот у нас раппорт связался, понятно, да? Опять 3 изнаночные, накид, петлю снимаем, не провязывая. Еще второй раппорт связался, опять 3 изнаночные, накид, петлю снимаем, не провязывая,
3 изнаночные и так далее. Вяжем, девочки, до конца ряда. И, в общем-то, далее у нас идет очень похожая ситуация. Заканчиваем все как 3 изнаночные и кромочная тоже изнаночная. Связали до конца 7 ряд. Переворачиваем, девочки, и 8 ряд мы вяжем, как я вам показывала, 2, 4, 6, да, то есть там, где у нас идут лицевые, мы вяжем лицевые петли, да, это изнаночный ряд, я объясняю, и там, где у нас идет накид с петлей не провязанной, делается еще один накид. Смотрите, показываю. Вот у нас были 3 петли для симметрии, и начинается раппорт. Делаем накид, петлю с накидом снимаем, не провязывая. Снова 3 лицевые, накид, петлю с накидом снимаем, не провязывая. Вяжем так, девочки, до конца ряда. Вот точно так же у нас будет вязаться с вами и получается 10 ряд. Вот. Видите, да? Очень простой вариант узора. Очень простой. Все связали, переворачиваем. И 9 ряд у нас с вами такой же, как мы сейчас вязали с вами 7 ряд, да, то есть вяжем 3 изнаночные, петлю с накидом, снимаем, делаем накид, петлю с накидами предыдущего ряда снимаем, не провязывая. Снова 3 изнаночные, накид, петлю с накидами снимаем, не провязывая, 3 изнаночные, накид, петлю с накидами снимаем, 3 изнаночные. Накид, петлю с накидами снимаем, 3 изнаночные. Девочки, в общем, до конца ряда мы довязываем с вами вот этот узор. Дальше у нас идет с вами снова 10 ряд, как я вам уже говорила, еще также накид делаем, петлю снимаем с накидами, 10 ряд вяжем. Первые 3 лицевые для симметрии и раппорт начинается. Накид, петлю с накидами снимаем, не провязывая. Далее 3 лицевые. Накид, петлю с накидами снимаем, не провязывая. 3 лицевые. Вяжем так до конца ряда самостоятельно. Ну, вообще, давайте, ладно, довяжем, что тут осталось немного, да. Довяжем. Образец маленький. Очень мне нравится, прям какой-то забавный узор такой, вяжется как игрушечный. Переворачиваем, у нас 11 ряд. В 11 ряду мы с вами будем сейчас, там где у нас петля с накидами, провязывать ее одной лицевой вместе с накидами. Итак, вяжем. Первые 2 изнаночные у нас идут. И далее провязываем петлю с накидами одной лицевой. Вот так, видите? И далее опять 3 изнаночные, петлю с накидами провязываем одной лицевой. Видите, вот там петля и все накиды. Получаются у нас такие жучки. Опять лицевая. Жучки получаются. Красивые. Рельефный узор. Очень красивый. Опять лицевая. Вместе с накидами все провязали одной лицевой. Лицевая вместе с накидами петлю провязали. Все, мои хорошие, связали до конца. 3 изнаночные у нас. Вот такой узор получается. 12 ряд, который у нас является изнаночным, последним в раппорте, мы вяжем все петли, все абсолютно петли лицевые, в том числе и там, где у нас была с вами петля с накидами, лицевая тоже вяжется. Вот такой простой узор. И далее повтор с первого ряда. То есть в шахматном порядке вот таких жучков мы можем вязать бесконечно легко, как игрушечный узор. Вообще не надо даже задумываться ни о чем. Вот и все. Все лицевые связали. Сейчас мы сделаем с вами влажную тепловую обработку образца. Показываю вам еще раз. Смотрите, с изнаночной стороны узор вот таким образом смотрится. Видите, да? Такие шишечки рельефные, интересные, да? А с лицевой стороны он у нас смотрится вот таким
красивым, рельефными, какими-то прям, ну, очень красивый, необычный узор с вытянутыми петлями называют. Смотрите, 2 петли у нас идут кромочные здесь. Вот именно, чтобы такой красивый, толстенький край сформировать, ровненький, видите? Показываю, первую петлю мы снимаем, а вторую петлю мы вяжем лицевой. И это 2 кромочные были. Затем у нас идет планка. В планке мы вяжем 8 изнаночных. Изнаночных. Затем у нас идет 1. И наш утолщенный край во втором ряду, состоящий из 2 кромочных, вяжется следующим образом. В изнаночном ряду мы делаем вот такой накид, петлю набрасываем и снимаем ее, не провязывая, а нить остается перед работой. И изнаночная кромочная вторая. Переворачиваем снова на 3-й ряд. И здесь сейчас вот что мы вяжем. Эти 2 петли у нас снова в лицевом ряду вяжется. Первая снимается не провязывая, вторая провязывается лицевой. Правильно разворачивайте петельку, чтобы она была правильно развернута, девочки. Так, а далее уйдет чередование 2 лицевых рядов. То есть лицевая гладь. 8 лицевых. Красивый узор, согласитесь. Сейчас мы его немножечко адаптируем к тому, как он будет выглядеть на самом деле после того, как мы будем образец обрабатывать влажным тепловую обработку сделаем и рассчитаем плотность вязания. И вот я пришла с горячим утюгом и горячим паром обдаю наш образец. Итак, тянем мы наш влажный образец, тянем его довольно энергично. Нам надо, он пластичный, очень хорошо поддается вот, вытягиванию по ширине, по вертикали, то есть в длину тянем. Все равно он остается рельефным, ничего с ним не случается. Вот. Оставляем его. Он, когда влажный, очень пластичный. Оставляем его вот таким расправленным. Пусть он сохнет. Итак, мои хорошие, высох наш образец. Вот такой он вид приобрел. Очень красивый узор. Нет, здесь все-таки изнанка есть изнанка. Нет. Вот здесь лучше смотрится на лицевой стороне. Так, и давайте берем с вами простую линеечку. Да? 29 петель у нас участвует по ширине. И мы измеряем нашу ширину. Так, и что у нас получается? 17,5 сантиметров у меня. И 29 петель. 29 разделить на 17,5 сантиметров. Получаем 1,65. Вот такая у нас с вами плотность. Запишем. В 1 сантиметре 1,65 петель. Это плотность по горизонтали. По вертикали теперь. По вертикали. Так, берем наш также образец, укладываем. Так, давайте его в свободном, так скажем, полете укладываем его. Все, так он рельефненький, красивенький. И также измеряем. 13,5 сантиметров. Теперь надо четко посчитать, сколько рядов в образце. У меня связано 3 раппорта по 12 рядов. То есть это 36 рядов, девочки. Делим на 13,5 сантиметров. Вот такая плотность получается. 2,65. Я также сделаю. Округляем. В 1 сантиметре 2,65 ряда. Вот такая плотность по вертикали. Сейчас эти цифры будем с вами подставлять в наши размеры по выкройке и определим попетельно, как вязать. Для расчета я
вот такую выкройку подобрала, девочки. И давайте сразу начнем с описания ширины нашего полотна на тот или иной размер. Значит, начинаем мы со спинки традиционно. И у нас с вами сегодня рассматриваются размеры российские 44, 46, 48, 50, 52, 54. Ширина первого размера 54 сантиметра, второго 58,5 сантиметров, третьего 63,5 сантиметра. Для европейских размеров необходимо из этих показателей вычесть число 6, и получится европейский размер. Так, и давайте сразу попетельно. Как определяла я петли? Вот стоит у меня 54 сантиметра, это 89 петель набрать. 58,5 сантиметров, это 97 петель. И 63,5 сантиметра, это 105 петель. Вот эти величины я умножала на плотность по горизонтали. 1,65 петель в 1 сантиметре. То есть сантиметры мы умножаем на плотность и получаем петли. Как распределяем эти петельки? Смотрите, у нас с вами раппорт узора составляет 4 петли. 4 петли плюс 3 петли мы вязали для симметрии, делали. Поэтому это количество петель надо разделить на 4. Получим целое число. У меня получилось 21 раппорт по 4 петли, плюс 3 петли для симметрии и плюс 2 кромочные. Таким образом получается в сумме 89 петель. Для второго размера 23 раппорта по 4 петли, 3 петли также для симметрии и 2 кромочные. И для третьего размера будет у нас 25 раппортов по 4 петли, 3 петли для симметрии и 2 кромочные. Еще раз повторяю, 3 петли для симметрии идут крайне левые и делаются всего один раз в самом конце вашего полотна. Вот таким образом. Далее, девочки, значит, вяжем, вяжем, вяжем. И у нас с вами вырез горловины по спинке я не делаю, а делаю вот скос плеча по спинке. Значит, у меня на вырез горловины я отвела 35 петель первый размер, 37 и 39, как считала. А у меня идет ширина выреза, будет на первый размер 21 сантиметр. Я умножил на нашу плотность 1,65, получили петли, 35 петель. Ну и по размерно прибавляла по 2 петли. И таким образом на плечи у меня остались петли 27, 30 и 33, в зависимости от размера. Высота скоса плеча составляет у меня 4 сантиметра. И в ряды, когда переводим, с помощью вертикальной плотности высота 10 рядов. Любой вертикальный размер переводим, девочки, в ряды обязательно. Это требуется для того, чтобы при стирке наше изделие не потеряло свою форму, не стало чрезмерно длинной, не вытянулось. Как правило, любой трикотаж после стирки вытягивается. Чтобы этого не произошло, мы заранее, девочки, закладываем в наше вязание коэффициент плотности. Вот. И он у нас помогает правильно и технологично связать любое вязаное изделие. Теперь, что касается вязания всех деталей, у нас, конечно, снизу вверх, это понятно, да? И здесь будет использоваться планка. Все вязание начинается с планки резинкой 2 на 2 на высоту 8 сантиметров везде. И по рукаву, и по спинке, и по полочкам. Так, ну, в общем-то, оката рукава, так, давайте, оката здесь нет. Пройма рукава у нас с вами будет
по размеру идти на высоту 20, 22, 24 сантиметра. Вот. Как сформировать скос рукава, я описываю в инструкции по вязанию, которая выложена под видео. Там текстовое описание. Читайте там. Я рассказываю, как последовательно закрыть вот это количество петель. В каждом втором ряду 5 раз будем закрывать петли. Вот таким образом. Так. Далее что? Переходим с вами на полочки. Значит, мне проще объяснить вот так, схематично, как выглядит количество петель на тот или иной размер. Смотрите, девочки, мы начинаем с вами с 2 кромочных вязать полочку. Это правая полочка. Мне всегда проще с правой полочки. То есть вот так переворачиваете, это правая полочка. Понятно, да? И здесь у вас идет планка. Планка вяжется цельновязанная. На 8 петлях я ее сделала. Вяжется, пример вязания планки я вам объясняю. Вяжется первый ряд и второй ряд. Это изнаночная гладь. Третий, четвертый ряд лицевая гладь. Затем все это вновь повторяется. То есть опять 2 ряда изнаночной глади, 2 ряда лицевой глади. Как связать вот этот утолщенный красивый край у нашей планки, я в сегодняшнем видео показываю. После того, как мы свяжем образец, я привожу вам пример, как вязать эти 2 кромочные. То есть наша планка цельновязанная будет оформлена, край ее не одной кромочной, как мы привыкли, а 2 кромочные будут образовывать красивый, ровный, утолщенный край. Это очень важно. Дальше, после 8 петель планки, идет наш узор. У меня 9 раппортов. Я сейчас про первый размер рассказываю, российский, 44-46. 9 раппортов, 3 петли также для симметрии, крайне левые. Вот, этот в сумме дает 39 петель. Но еще кромочная сюда добавляется. И в сумме это все дает 50 петель. То есть мы будем набирать 50 петель всего. И вот таким образом у нас распределяются петли. Для 48-50 размера то же самое. Начинаем вязать с цельновязанной планки. Вернее, как? Вообще мы начинаем полочку с нашей нижней планки резинкой 2 на 2. И только после этого начинается цельновязанная планка здесь вязаться, и узор формируется. Не сразу, не от начала вяжется цельновязанная планка, а с момента перехода на узор. Обратите внимание на модель. Это очень хорошо там видно. Значит, для второго размера у нас будет 10 раппортов, 3 петли для симметрии. В сумме это 43 петли, кромочная. И все вместе это дает 54 петли. И для третьего размера 52-54 расположение узоров на полочке выглядит так же, как 2 кромочные, 8 петель планки цельновязанной, 11 раппортов по 4 петли, 3 петли для симметрии по схеме, в сумме это 47 петель, 1 кромочная, и все это вместе дает 58 петель. Вот таким образом распределяются у нас с вами узоры. По полочке также формировать необходимо V-образный вырез. Вот, он у нас со скосом, да. И скос нужно формировать, делать убавки после наших петель, 10 петель планки, то есть это 2 кромочные и 8 петель планки, у нас будут делаться убавки по узору. Убавки делаем конкретно, девочки, по узору. То есть вот тут планка, да, и затем идет узор. Планка. И только в узоре делаем с вами мы убавки. Так,
Убавлять будем 23, 24, 25 петель в зависимости от размера. У нас высота скоса, я сделала 24 сантиметра в высоту. Имейте в виду, эта мерка может измениться вами в ту или иную сторону по вашему желанию. Кто-то, может, 20 сантиметров захочет вырез, кто-то 25-26. То есть это такая мерочка, она как бы по желанию, чисто, знаете, по своему усмотрению, я бы так сказала, делается. Я посчитала, что 24 будет приемлемо на все размеры сделать. И сразу написала, что 24 сантиметра равно 64 ряда. То есть я 24 сантиметра умножила на нашу вертикальную плотность, про которую я уже сегодня говорила. Это 2,65 ряда в 1 сантиметре. 24 умножить на 2,65. Вот, пожалуйста, 64 ряда. Понятно, да? 64 ряда мы разделим на 23 петли, которые необходимо убавить. Давайте делаем. 64 делим на 23 и получаем число вот такое. 2,7. То есть мы, в принципе, вправе сделать с вами убавки либо в каждом втором ряду, как мы привыкли, либо в каждом третьем ряду, и потом чуть-чуть убыстриться, да, когда будет уже к самому концу подходить убавки. Вот. Либо мы чередуем с вами. Первую убавку делаем во втором ряду, значит, следующую убавку в третьем, опять во втором, в третьем. И так 23 раза чередовать можно. Я так пишу в своем описании, а вы примите для себя решение. Как вам удобнее? Либо сразу все эти 23 петли убавить в каждом втором ряду и далее просто вязать в высоту, ничего не убавляя, да, то есть вы уже вышли на количество петель по скосу. Вот, то здесь вот у вас будет, видите, как много одновременно вступает еще потом скос плеча, то есть будьте здесь внимательны. Скос плеча у нас написан, на какой высоте включается в работу. Убавки пойдут уже и с этого края, и с этого, то есть двойной скос. Будьте внимательны, это работа не для новичков. То есть у вас должен быть, девочки, уже какой-то определенный опыт. Хотя бывают очень такие, как бы сообразительные мастерицы, хоть и новички, которые без проблем справятся с этой задачей. Так что я вам буду писать в описании рекомендации чередовать на все размеры в каждом втором и третьем ряду. На каждый размер идет свое количество. То есть на первый размер 23 петли, на второй 24 петли, на третий, значит, убавляем 25 петель. Вот таким образом. Далее. Пересчитать скос вы сможете под себя, какую длину вы выберете его, да, длину скоса, под себя. Я показала, каким способом. Ряды делите на количество петель. Вот и все. Далее. Я, наверное, не с самого начала не сказала, что длина моего изделия, целая общая длина на первый размер составляет 65 сантиметров, 66 на второй, 67 на третий. На этих цифрах как бы строится все мое построение по вертикали, которое я выкладываю под видео. Но я думаю, что вы опять-таки эту длину обязательно под себя откорректируете, поскольку у нас с вами у всех разные потребности и разные, как говорят, желания. Кто-то видит это удлиненный кардиган, да, но вообще жакет удлиненный, это и есть кардиган, да. Вот, кто-то видит это как укороченный вариант. То есть, пожалуйста, кто-то средней длины, да, обычной такой длины. Имейте в виду, что и рост у нас у всех разный, поэтому эти мерки должны быть очень индивидуально подобраны. Так же, как и длина рукава. Вот в моем случае, смотрите, 46 сантиметров общая длина рукава идет, 38 и 8 петель планка, 8 сантиметров, то есть планка в высоту. Начинаем рукав вязать с планки,
резинкой 2 на 2 набираем на первый размер 44 петли, 46, 48 петель, вяжем эту планку резинкой и затем, значит, начинаем формировать скос рукава. Прибавить по каждому скосу необходимо на первый размер 11 петель, на второй 13 и на третий 16 петель по каждому скосу. С двух сторон это делается одновременно прибавки. У меня получилось, значит, если длина моего скоса составит 38 сантиметров, также я перевела с помощью вертикальной плотности в ряды, это 100 рядов получилось, то можно устно посчитать: 100 делим на 11 петель, получается прибавка в каждом 9 ряду идет 11 раз, да? Затем 13 петель на второй размер, и здесь будем чередовать в каждом 7 и 8 ряду прибавкой, затем повторяется этот цикл. И для третьего размера 16 петель, в каждом 6 ряду прибавка. Считала точно так же: 100 разделила на 11, 100 разделила на 13, да? И в самой широкой части рукава у нас должно получиться 66 петель, 72 петли и 80 петель на третий размер. Как считала? Смотрите, у нас с вами длина проймы, то есть высота проймы, ее так называют, составит: первый размер я сделала 20 сантиметров, второй 22, третий 24 сантиметра. Вот. И здесь соответствующим образом я это все увеличивала в 2 раза, то есть 20 умножить на 2 – 40. И вот эти 40 я умножала на нашу плотность 1,65 по горизонтали. 40 на 1,65. Вот эти 66 петель откуда взялись. Понятно, да? Как я их считала. И соответствующим образом я считала на другие размеры. Это количество петель в самой широкой части рукава. И затем на высоте 38 сантиметров от планки мы закрываем все прибавленные петли. Ну, то есть все петли вообще закрываем вместе с прибавленными. Да? Те петельки, которые вы будете вязать и прибавлять, можно включать в узор. Можно оставить просто изнаночную гладь. Просто включать их в изнаночную гладь. Вот. То есть как вам удобнее, насколько хватит вашего мастерства. Сможете вплести в узор? Я думаю, что в принципе, да, там нет ничего сложного. Так, ну, в общем-то, вот таким образом самое основное, что я хотела до вас донести, я донесла. Вот. Самое главное, это, конечно, было попетельно распределить, описать. Вот. Читайте, девочки, описание под видео. Для вашего удобства специально я его выкладываю в виде текста. Там все подробно расшифровано, все последовательно изложено. Ну а сейчас на этом я заканчиваю свое объяснение и желаю вам удачи. До новых встреч!